Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, и сегодня вы узнаете рецепт омоложения кожи в домашних условиях. Маска очень простая в приготовлении. Сегодняшняя маска подходит для возрастной увядающей кожи. Маска хорошо тонизирует, дополнительно увлажняет кожу. Да, в момент подсыхания дает и лифтинг, подтягивающий эффект. Маска с тройным воздействием очень эффективно предотвращает появление преждевременных морщин и убирает уже имеющиеся морщины. Маска подходит для всех типов кожи. Сделайте эту маску 2 или 3 раза в неделю. Также эту маску можно нанести на кожу лица, на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Аккуратными вбивающими движениями нанесите эту маску и на кожу вокруг глаз. После применения этой маски ваша кожа будет выглядеть как после очень дорогого салона. После применения обязательно поделитесь своим впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим. Маска состоит из простых и доступных ингредиентов. Нам понадобится крахмал. Крахмал можно использовать как кукурузный, так и картофельный. Предпочтение отдавайте кукурузному крахмалу, так как он, на мой взгляд, более мягко ложится и очень хорошо подтягивает кожу в момент подсыхания. Возьмите 1 чайную ложку крахмала. Кстати, если у вас нет готового сухого крахмала, вы можете его заменить крахмалом, который можете сделать самостоятельно. Возьмите сырой картофель, натрите на очень мелкой терке и используйте для приготовления домашних масок. Если вы используете тертый картофель, то возьмите также 1 чайную ложку тертого картофеля. Следующий ингредиент для сегодняшней маски нам понадобится молоко, либо жирные сливки, в зависимости от типа вашей кожи. Если у вас жирный тип кожи, то возьмите молоко низкой жирности. Если у вас сухой тип кожи, то используйте для сегодняшней маски жирное молоко, либо сливки. Нужно также взять 1 чайную ложку молока, либо сливок. Молоко должно быть комнатной температуры. Затем тщательно смешайте эти компоненты. В момент приготовления домашних масок не торопитесь, тщательно вбивайте ингредиенты. От этого будет зависеть качество маски и тот эффект, который она окажет на вашу кожу. Размешайте эти компоненты так, чтобы не было комочков. На этом этапе маска должна иметь вот такую консистенцию. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится зубная паста. Зубную пасту вы можете использовать ту, которой регулярно чистите зубы. Зубная паста хорошо тонизирует кожу, хорошо обеззараживает, убирает пигментные пятна, выравнивает оттенок кожи. К тому же, если у вас чувствительная кожа, то зубная паста, применяемая в домашних масках, также будет слегка и подлечивать кожу. Для этой маски нам понадобится 1 капля зубной пасты. Если у вас детская паста есть, то используйте ее. Лучше всего, если у вас есть зубная паста с различными фруктовыми либо витаминными добавками. Тщательно вбейте зубную пасту в предыдущие ингредиенты. Обязательно соблюдайте порядок приготовления домашних масок. От этого будет зависеть качество маски, и процесс приготовления домашних масок будет более комфортным. Если вы сразу добавите в одну емкость все компоненты и начнете их смешивать, то велика вероятность, что маска у вас не получится. На этом этапе маска должна очень хорошо быть взбита, так чтобы зубная паста равномерно распределилась по всей маске. В процессе приготовления этой маски маска будет постепенно вбиваться, взбиваться и приобретать более приятную консистенцию.
Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится косметическое масло. Используйте косметическое масло, которое подходит к вашему типу кожи. Если у вас жирный тип кожи, то добавьте в эту маску миндальное масло, либо масло кокоса. Кстати, вы можете использовать и кокосовое масло пищевое. Если вы имеете очень сухой тип кожи, то используйте масло кокоса, доведенное до полужидкого состояния. Подержите масло на водяной бане. Кокосовое масло очень эффективно для омоложения возрастной и очень сухой кожи. Если же у вас жирный тип кожи, то для сегодняшней маски вы можете использовать масла домашнего приготовления. Как самостоятельно в домашних условиях приготовить косметическое масло, вы также можете найти на моем канале. Ссылки рецептов оставлю в первом закрепленном комментарии. Для сегодняшней маски я использую масло розы, которое сделала самостоятельно. Нужно взять 10 капель косметического масла. Также тщательно взбейте все ингредиенты. Также, чтобы сегодняшняя маска имела и увлажняющий эффект, добавьте в эту маску глицерин. Глицерин – это маслянистая прозрачная жидкость, которая очень хорошо удерживает влагу в эпидермисе кожи. Глицерин нельзя использовать в чистом виде для нанесения на кожу, но добавляя глицерин в домашние маски, вы получите очень интенсивное увлажнение кожи. Сегодняшняя маска также будет очень хорошо убирать и обезвоживать кожи. Нужно взять 10 капель глицерина. Также тщательно взбейте все компоненты до получения однородной консистенции. Эту маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней и использовать в недельном уходе. Для профилактики появления преждевременных морщин наносите эту маску 2 или 3 раза в неделю. Количество маски, которое сегодня, я надеюсь, вы вместе со мной приготовили, достаточно для недельного ухода. Наносите все домашние маски на подготовленную кожу. Перед маской сделайте кислотный скраб или пилинг. Наносить эту маску нужно в 2 слоя. После нанесения первого слоя маска очень быстро впитается, поэтому сразу нанесите второй слой. Держать маску нужно не более 20 минут. Затем размягчите маску влажным теплым махровым полотенцем и смойте водой комнатной температуры. Нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.